Туман ложился низко над лесной дорогой, когда офицер Харпер Тернер закрыла дверцу патрульного автомобиля. Лай ее немецкой овчарки Джекса не стихал ни на секунду. Пес стоял перед старым дубом, шерсть на загривке поднята, взгляд напряженный. «Спокойно, парень, что ты там чуешь?» — пробормотала Харпер, положив руку на кобуру. Но Джекс не слушался. Эта собака когда-то служила в кинологическом подразделении, и Харпер знала, если он так реагирует, причина серьезная. Она направила фонарь на ствол и застыла. На дереве виднелась огромная деформированная шишка, будто дерево веками обрастало то, что спрятано внутри. Подойдя ближе, Харпер коснулась коры и невольно ахнула. Под древесиной было что-то холодное и металлическое. Она вызвала пожарных. Через несколько минут к ней присоединились 2 офицера и пожарный с бензопилой. Джекс лаял все громче, пока кору постепенно срезали. Когда металл подался, раздался глухой звякающий звук. Под слоем древесины показались выцветшие буквы. Missing Since 1987. Property of Оливер Хейден. Харпер перехватила дыхание. Имя было знакомо всем. Оливер Хейден, 10-летний мальчик, исчезнувший почти 40 лет назад в этом самом лесу. Дело давно закрыто. Многие уже и забыли. Когда коробку полностью освободили, Харпер раскрыла ее дрожащими руками. Внутри лежали маленький деревянный грузовичок, удостоверение школьника и аккуратно сложенная записка в пластике. Харпер развернула ее и замерла. «Если кто-нибудь найдет это, скажите маме, что я пытался выйти, но мужчина не дал. Он запер меня здесь. Я слышал сирены, кричал, но никто не услышал. Мне страшно. Меня зовут Оливер Хейден». Лес замолк. Даже Джекс. А потом пес резко рванул к другой стороне дуба и начал яростно рыть землю. Харпер подсветила место и увидела маленькие белые кости, край детского кроссовка, а на нем те же инициалы — O.H. Никто не произнес ни слова. Харпер опустилась на колени, погладила Джекса и прошептала: «Ты нашел его, напарник, спустя все эти годы». Наутро округ уже гудел о находке. Судмедэксперты подтвердили, останки действительно Оливера. Записка уцелела благодаря пластику, коробка — благодаря дереву. Истина, похороненная десятилетиями, наконец вышла на свет, потому что собака почуяла то, что люди не слышали. Вечером Харпер снова стояла у дуба, в лучах заката. Джекс сидел рядом, положив хвост ей на ботинок. «Знаешь, возможно, тебя привели сюда не просто так», — тихо сказала она. «Ты вернул ребенку голос». Она укрепила у основания дуба маленькую табличку. Оливер Хейден. Утрачен, но не забытый. И когда ветер прошелестел в листьях, Харпер почти услышала легкий, едва различимый детский смех. «Отличная работа, напарник», — прошептала она. Джекс вильнул хвостом. И впервые за долгие годы лес стал тихим, по-настоящему.